Сейчас 11 дня. Такой вот сумеречная полярная ночь. Солнца нету. Смеркается на несколько часов. Вот 11, 12, все, потом опять темно. Такие сумерки. Вот сейчас дула пурга, дня 4 мело с запада. Копал там за баней сейчас старые дрова от разобранного дома. Сейчас собрал пилу, отогрел. Хотел заправиться. Надо идти развести бензин. Хотел, короче, тут зайти в гараж по-быстрому, пока не стемнело. А тут, в общем, такие дела. Гараж почти замело. Да не просто там снежком. Твердым. Сейчас приморозило, минус 28, снег весь окреп. Вот эти плотные надувы еще крепче стали. Я сейчас спустился, немного тут разрылся. Это конкретно. Тут вон, уже могу забраться на надув на уровне крыши. Хотя само здание все на сваях. Вон там пустота наблюдается, там повыметало снег до земли. Так вот ехали с самого нижнего уровня. Ух, нихера себе перехлестнулся. Вот. Какой высокий. Вообще жесть просто какая-то. Это вот сейчас еще его убирать до самого вечера, наверное, будет занятие. Если завтра опять пурга начнется, ну тут я даже не знаю. Работать как-то надо. Можем каждый день так копать. Как от погоды будет зависеть. Сейчас пока затишье. Если сегодня до вечера копаюсь, доберусь до бензина, разведу бензин. Завтра, если будет такая же хорошая погода, начну готовить дрова. Вот. Сейчас закончили ремонт, отделку здания новой бани. Нужно запас дров подготовить небольшой. Дрова там в кучах, их тоже позаметало, но я часть откопал. Сейчас темно пилить. Вот, запасся фонариками. Поставил сейчас батарейки на зарядку. Как получится по погоде, буду работать. Такие вот жесткие дела. Когда пурга метет, не видно вообще ничего, ни здания, ни домов никаких. Вот эти прожектора еле-еле видно сквозь метель. Плотная пурга сильная. Вот если скользкий надув, по нему тащит сразу. Вот, сейчас буду копать, значит. Такая вот зимовка на острове Врангеля. Вот. Тоже вокруг домов. Две надувы. Дома на сваях. Поэтому там до земли, под домами до земли все выметаем. А вокруг надувы высокие. Ну вот гараж он на высоте этого дома. Хотя не кажется таким высоким. Вот. Снега нет под домами. Вот так стенки выглядят после пурги. Сейчас на бухту регулярно тоже выхожу наблюдать с утра за животными. Медведей уже нет с конца ноября. Сейчас вместо них тут волки стали появляться. 4 штуки. Каждое утро нахожу следы. Вон там под берегом и наверху. Поэтому собаку сейчас держим при себе, далеко не отпускаем.
здание новой бани. Все еще на строительстве стоит. Сейчас пургу. Тут целыми днями внутри здания находимся, отделкой занимаемся. А с оружия будем утеплять ее уже летом. Ну, либо в мае, в апреле, как солнце будет припекать. Вот мы в октябре еще пытались что-то делать тут. Шивали вот козырьки на крыше. Остались эти леса. Вот на них какой материал, пиломатериал сложил, чтобы не замело. Потому что тут в лед все заметает. Здесь где-то у нас козлы были с досками 12, с дюймовками. Их намертво замело. Но они пока не понадобятся до следующего лета. Поэтому особо и не заморачивались. А вот бруски все я сюда поскидывал. В принципе, если под дом бы все это бы накидали, то чего бы под домом залетать? Там то, что нет никаких предметов, заграждений. Поэтому под домом довольно чисто. Тоже один интересный момент. В начале октября мы вот тут крыли железом полы под сваями. Я находился вот здесь как раз в этом месте. И ребята на квадроциклах из тундры подъехали, шепнули тут медведя. Я вот находился где-то вот в этом месте. Я находился где-то в этом месте, и медведь прямо пробежал вот здесь вот, в паре метрах от меня. А напарник стоял прямо за домом, но он был в туго натянутом капюшоне, боком к стене. И медведя не заметил, а он пробежал прямо вот рядом, вот на уровне крыльца. Просто так. Взглянул на него и дальше побежал. Вот, а тут за баней еще один медведь на меня. 8 ноября уже нападал вот прямо вот здесь вот. Я уже комментировал этот момент. У меня камера на том столе стояла, вот здесь вот мы с ним воевали, у этих тросов. Куда пошел? Он в кадр я там не попал. Вот. Туда его прогонял к тем зданиям. Ладно, батарейка садится на морозе. Буду завершать съемку. Пойду дальше копаться. Вот. Сегодня, наверное, закончу. Сейчас некогда снимать. Все. Ну-ка, пошел. Ушел давай. Кыш. Кыш. Ну-ка, пошел. Кыш, блядь. Пошел. Ух, блин. Близко подошел как.